самом сердце Тихого океана есть остров, на котором природа ведет себя неожиданно. Здесь, вдали от крупных континентов и человеческого вмешательства, хищники полностью изменили свое поведение. Львы и волки, некогда беспощадные охотники, перестали охотиться. Их рацион теперь состоит исключительно из растительной пищи, от фруктов, листьев и кореньев. Они живут бок о бок с бывшими жертвами, деля тень деревьев с оленями и зебрами, не проявляя агрессии. Первое упоминание об этом острове появилось после отчета группы биологов, вернувшихся из частной научной экспедиции. По их словам, местная экосистема сформировалась в полной изоляции на протяжении тысяч лет. Это позволило животным эволюционно адаптироваться к условиям, в которых охота не требовалась. Вместо борьбы за выживание — сосуществование. Вместо крови — зеленые побеги и ягоды. Зоологи зафиксировали устойчивое снижение уровня агрессии, а также полное отсутствие территориальных конфликтов. Видео с острова показывают, как взрослый лев лениво жует дыню, а стая волков подбирает упавшие плоды папайи. Это открытие поставило под сомнение все, что мы знали о хищниках. Но как такое возможно? И главное, можно ли этому верить? Вы в это поверили? История про остров веганских хищников — чистейшая фантазия. Ни одного реального упоминания, ни научных публикаций, ни снимков со спутников. Ни в зоопсихологии, ни в этологии не зафиксировано случаев, когда плотоядные животные добровольно отказались бы от мяса в пользу растительной пищи. Львы, волки, тигры — их биология и поведенческие инстинкты формировались миллионы лет. И все они — охотники. Подобные мифы появляются и распространяются не просто так. Они играют на человеческом желании верить в чудеса. Зрителю хочется думать, что возможна альтернатива жестокости в природе, и это желание делают товаром. Формат документалки без доказательств — это жанр, где главное не правда, а доверие. Зритель не ищет источники, не проверяет данные, а верит эмоции, особенно если история обставлена грамотно, красивое видео, медитативная музыка, диктор с уверенным голосом. Все это создает иллюзию правды, но правда проверяется фактами, а не монтажом. Так почему же эта история кажется возможной? Все дело в том, что хищники действительно иногда едят растения. Но это совсем не то, о чем вы подумали. Хищник не может быть веганом. Львы, волки и другие хищники физиологически не способны перейти на веганскую диету. Их желудки и кишечник приспособлены исключительно к перевариванию мяса. У них нет нужных ферментов для расщепления клетчатки, как у коров или оленей. Их зубы и челюсти заточены под разрывание плоти, а не жевание травы. Даже пищевые инстинкты передаются генетически. Охота у них вшита в поведение. Если волка или льва посадить на чисто растительный рацион, через несколько недель он начнет страдать от истощения. У животных нет моральных понятий, нет веганской философии, есть только биология и выживание. Были попытки изменить рацион домашних хищников, особенно среди владельцев собак и кошек, стремящихся кормить питомцев растительно. У собак это еще возможно с добавками, у кошек категорически нет. Без мяса они погибают. А значит, никакие острова, эксперименты или перевоспитание природы невозможны. Но все же хищники иногда едят фрукты. И вот почему. Когда львы едят арбузы, в зоопарках и заповедниках нередко можно увидеть, как львы и тигры грызут арбузы, манго или ягоды. Эти кадры стали вирусными, и на их основе многие начали делать выводы. Может, хищники и правда становятся всеядными. Но здесь важно понимать, эти сцены не говорят о перемене диеты, лишь о временной любопытной привычке. Фрукты для хищников — это лакомство, не питание. Во многих случаях они просто играют с плодами или облизывают их, как источник воды и сахара. Это не замена мясу, а дополнение, как у людей, к десерту. Никто из животных не получает необходимые аминокислоты, витамины и жиры из фруктов. Поведение хищников может меняться в зависимости от условий — жары, стресса, ограниченного пространства. В зоопарке животные пробуют все, что им дают, из скуки или по запаху. Но это никак не говорит о смене рациона. И все же были попытки изменить питание хищников не только в клетках, но и в дикой природе. Некоторые энтузиасты и ученые действительно пытались. Попытки сделать волков веганами. В начале 2000-х в Европе и Северной Америке проводились эксперименты с изменением диеты у полудиких собак и волков в условиях содержания. Некоторые исследовательские группы пытались выяснить, можно ли адаптировать рацион хищников под более этичную модель питания. Уже в первой неделе стали проявляться тревожные признаки: потеря веса, ухудшение шерсти, апатия и снижение когнитивной активности. У волков начинались нарушения обмена веществ, проблемы с печенью и дефицит таурина, незаменимой аминокислоты, которую они получают исключительно из мяса. Попытки добавлять растительные заменители не помогали. Организм не усваивал их в нужном объеме. Даже при использовании современных добавок ни один из экспериментов не дал положительного результата. Все животные возвращались к мясному рациону или заболевали. Эти случаи четко показали границы возможностей. Хищник не может быть веганом, даже при всей нашей воле и технологиях. А вот с домашними питомцами все немного иначе. Собаки, кошки и растительная диета.
В дискуссии о веганстве хищников часто всплывают домашние животные. Владельцы собак и кошек все чаще пытаются перевести своих питомцев на растительное питание. И если с собаками еще возможны компромиссы, то с кошками ситуация куда сложнее. Собаки — это всеядные животные, генетически адаптированные к совместной жизни с человеком. Они способны переваривать определенные виды растительной пищи при условии, что рацион будет тщательно сбалансирован и дополнен искусственными добавками. Некоторые производители кормов предлагают специальные формулы без мяса, с белком гороха, сои и витаминами. Но у кошек другой путь. Они облигатные хищники. Это значит, что их организм требует аминокислоты и вещества, которые есть только в мясе. Например, таурин и арахидоновую кислоту. Без этих элементов развиваются необратимые проблемы со зрением, печенью и сердцем. Даже краткосрочное веганство для кошки может стать фатальным. Попытки сделать кошек и собак веганами часто движимы благими намерениями, но игнорируют базовую биологию. Домашнее животное не может сознательно выбрать рацион, за него это делает человек. А значит, ответственность лежит полностью на владельце. С хищниками в дикой природе все еще строже, их невозможно перевоспитать, и природа быстро отбраковывает любые ошибки. Но что, если попробовать исключить хищников из экосистемы вообще? Экосистема без хищников. Хищники в природе играют далеко не только роль убийц. Они регуляторы. Их присутствие поддерживает баланс между популяциями, сдерживает размножение травоядных и влияет на состояние растительности. Это было наглядно продемонстрировано в одном из самых известных природных экспериментов — в национальном парке Йеллоустон в Соединенных Штатах. В середине 20 века волки в Йеллоустоне были истреблены. Сначала казалось, что экосистема только выиграет, ведь исчезла угроза для оленей и других животных. Но уже через несколько лет начались серьезные изменения. Популяции травоядных резко возросли, они начали объедать деревья и кустарники вдоль рек, что привело к эрозии берегов и снижению биоразнообразия. Только после возвращения волков в 90-х годах началось восстановление природного баланса. Хищники не только сократили численность травоядных, но и изменили их поведение. Олени стали избегать открытых пространств, где раньше безнаказанно паслись. В результате начали восстанавливаться леса и кустарники, а вместе с ними птицы, бобры, выдры и даже речная система. Этот эксперимент показал, убрать хищников значит разрушить целую сеть связей. Природа не работает как фантазия, в которой все живут в мире. Она строится на балансе, где у каждого своя роль. Но если роль хищников столь важна, то почему многие все равно верят в истории, где они вдруг становятся добрыми? Фальшивые документалки. Документальные фильмы всегда вызывали доверие. Они ассоциируются с фактами, научными доказательствами и правдой. Именно поэтому фальшивые документалки стали особенно опасным инструментом манипуляции. Они выглядят как настоящие, хорошо снятые кадры природы, диктор с академическим голосом, графика, якобы цитирующая исследования. Но все, что внутри, может быть чистым вымыслом. Среди зрителей формируется ощущение, что они смотрят не развлекательный контент, а научную работу. Этим пользуются создатели псевдонаучных проектов, которые, не имея доказательств, подают спекуляции как факты. Темы варьируются от веганских львов до говорящих дельфинов, и все это снимается в формате якобы утечек или закрытых исследований. Подобные видео часто используют фрагменты реальных съемок зоопарков и природы, но вырывают их из контекста. Например, кадр льва, грызущего арбуз, становится доказательством новой диеты, хотя в реальности это обычное обогащение среды для животного. Зритель, особенно неподготовленный, не видит подмены. Его убеждает подача, и чем профессиональнее она сделана, тем легче поверить. Именно поэтому в современном мире важно уметь отличать науку от визуального спектакля. Особенно в интернете, где псевдодокументалистика становится вирусной быстрее любой научной статьи. Псевдонаука в интернете. Интернет стал главным источником информации и одновременно главным рассадником мифов, особенно тех, что касаются природы и животных. Алгоритмы социальных сетей и платформ, вроде YouTube и TikTok, устроены так, что продвигают не факты, а то, что вызывает сильную реакцию. Истории про веганских волков или львов-добряков — идеальный контент. Они удивляют, вызывают споры, делятся ими активно. Особенно если видео оформлено эмоционально, с красивой музыкой и вызывающими заголовками. Проблема в том, что такие ролики часто выглядят правдоподобно. Псевдоэксперты с надуманными биографиями, ссылки на несуществующие исследования, монтаж с настоящими кадрами дикой природы. Все это создает иллюзию истины. Реальные ученые и научные каналы проигрывают в этой гонке. Их контент сложнее, требует времени и не всегда вызывает моментальный восторг. А значит, продвигается хуже. Так мифы закрепляются, они становятся новым знанием, которое передается от зрителя к зрителю. Манипуляция доверием.
Человеческий мозг устроен так, чтобы распознавать шаблоны и доверять авторитетам, особенно если информация поступает с экранов, будь то телевизор, YouTube или голос диктора. Мы с детства приучены к тому, что голос за кадром говорит правду, и чем убедительнее тон, тем меньше мы сомневаемся. Когда зритель слышит секретные кадры, которые правительство не хотело бы показывать, он сразу включает внимание. Это создает ощущение причастности к тайне, к откровению. Эффект усиливается, если видео начинается с чего-то невероятного, например, веганских хищников. Мозг фиксирует. Это важно, нужно досмотреть. Манипуляция доверием работает особенно эффективно, если человек не имеет базовых знаний по биологии или экологии. Тогда все, что звучит уверенно, принимается за истину. Аудитория становится уязвимой. Она верит, что видео — это исследование, что кадры — это доказательство. И в этот момент критическое мышление отключается. Понимание этого механизма — первый шаг к защите себя от мифов. Но есть и более глубокая причина, по которой мы так охотно верим в доброго хищника. Когда климат влияет на поведение, изменение климата уже сегодня трансформируют поведение животных, в том числе и хищников. Сдвиги температур, засухи и сокращение ареалов вынуждают многих из них адаптироваться. Но это не означает, что хищники становятся веганами. Изменения происходят на другом уровне. В маршрутах миграции, стратегиях охоты и выборе времени активности. К примеру, в Африке хищники стали чаще охотиться ночью, но жара днем становится невыносимой. В Арктике белые медведи все чаще встречаются вблизи человеческих поселений в поисках пищи. Таяние льдов сокращает доступ к тюленям. Некоторые популяции волков начали охотиться на более мелкую добычу, адаптируясь к исчезновению привычных видов. В тропиках зафиксированы случаи, когда ягуары стали питаться большей долей рыб и рептилий из-за снижения численности млекопитающих. Но даже в условиях острого дефицита мяса хищники не переключаются на траву или листья. Они могут голодать, умирать, менять среду обитания, но не станут поедать капусту вместо мяса. Это ключевой принцип естественного отбора. Животные меняют поведение в пределах своей физиологической нормы. А вот проекция человеческой морали на природу — совсем другой разговор. Мифы о гуманности природы. Человек склонен наделять природу человеческими качествами. Мы говорим «добрые волки», «жестокие тигры», «мудрые слоны». Такие определения удобны, они делают дикий мир понятным, почти сказочным. Но природа не добрая и не злая, она функциональна. Хищники не убивают ради удовольствия. Их мотивация — выживание. Убийство — это способ получить калории, необходимые для жизни. И если кажется, что животное пощадило свою жертву, это, скорее всего, вопрос ситуативной ненадобности, а не проявления милосердия. Попытки увидеть гуманность в дикой природе приводят к искажению реальности. Именно так появляются легенды о веганских львах, о дружбе между хищником и травоядным, о чудесной гармонии в джунглях. Эти истории приятны, они трогают душу, но они не соответствуют действительности. Проецируя мораль на животных, мы теряем объективность. Мы перестаем понимать реальные механизмы экосистем. И начинаем ждать от природы того, чего она никогда не обещала — человечности. Но за этими ожиданиями стоит не только наивность, но и глубокая потребность верить в лучшее. Почему мифы живут? Людям всегда хотелось верить, что мир может быть мягче, чем он есть. Мифы о дружелюбной природе удовлетворяют эту внутреннюю потребность. Они дают ощущение, что можно построить гармонию не только между людьми, но и в дикой среде. Без конфликтов, без страха, без хищников. Истории о веганских волках и мирных львах не просто фейки. Это современная мифология. Они распространяются потому, что несут эмоциональную нагрузку. Они трогают, вдохновляют, дают надежду. Особенно в мире, где человек все чаще чувствует себя отделенным от природы. Научные данные редко вызывают эмоции. Они требуют размышлений, анализа, терпения. А миф мгновенен. Он попадает прямо в сердце. Именно поэтому даже образованные взрослые иногда предпочитают верить красивому вранью, а не сухим фактам. И все же наука шаг за шагом возвращает нас к реальности. Да, она не всегда удобна. Да, в ней нет сказочных островов с мирными хищниками. Но в ней есть главное — понимание, как устроен наш мир. И именно это понимание — первый шаг к настоящему уважению к природе, в которой каждый играет свою роль. Даже те, чьи зубы остры, а инстинкты беспощадны,